Пистолет со скромным названием БРГ-9 появился буквально пару лет назад, но уже заслужил прозвище «турецкий танк» за надежность и взрывает рынок благодаря низкой цене. Сегодня нам в руки попали сразу 3 варианта этого пистолета, мы их разобрали и, конечно, постреляли. Для вашего удобства видео мы разбили тайм-кодами, так что слово Андрею Уланову. Итак, самый ранний пистолет – это БРГ Элита без Ген 2. Обычный, вроде бы, полимерный страйкер. Во-первых, турки решили все-таки сделать на рукоятке подпальцевые выемки, за которые много ругали ГЛОК. К чести турков можно заметить, что они тут небольшие. Если кому-то очень сильно не нравится, то можно просто сточить. Задние накладки на рукоятку сменные. В комплекте идут несколько штук. Малый, средний, большой размер. То есть, в принципе, под свою руку можно подогнать. Есть, опять же, такая небольшая выемка под большой палец. Некоторые говорят, что тут под очень большой палец, ну не знаю, у меня лежит в руке нормально. В первой модели имеются 2 предохранителя, оба автоматические. Один, как легко увидеть, на спусковом крючке, то есть не дает выстрелить, если спусковой крючок неправильно выжат. А второй — это классический, всем известный автоматический предохранитель, который так любил Джон Браунинг. Он предохраняет пистолет от выстрела, если неправильно выжата эта клавиша. Как все мы знаем, американский СИГ-320, он же новый пистолет армии США М17, страдает от выстрела при падении. Так вот, благодаря этой клавише, такой древней, у турецкого пистолета эта возможность исключена. Ни автоматического предохранителя у турка нет. Какие-то военные, даже турецкие, видимо, не сношали производителям мозг, что на пистолете непременно должен быть не автоматический предохранитель. Из систем безопасности еще наличествуют 2 указателя. Первый — это наличие патрона, и второй довольно четко видно, когда пистолет на взводе. Спуск, системы нет. Да, специально для зрителей. Я, конечно, лишний раз сейчас не заглянул в патронник, но перед этим я этот пистолет щелкал много раз и даже разбирал. Из интересных особенностей турка — это кнопка сброса магазина, та самая двухсторонняя. Как легко увидеть, на тактикале это особенно четко выражено. Слева она торчит дальше. Это сделано потому, что большинство людей у нас все-таки правши. Им удобнее это делать именно правой рукой. Но если вы левша и купили турецкий пистолет, поменять ее на другую сторону, чтобы больше стало справа, это дело нескольких секунд, как нам продемонстрировал представитель фирмы. Artık sağlar solak oldu. Right now it's left-handed. Easy to reach. Kısa, uzun. Right now, right is short, left is long. If you right hand this way. Тем не менее, даже без перестановки она работает прекрасно с обеих сторон. Нажали, выбросили. Обратите внимание на Magwell. В тактикале он довольно большой стандартно. В других пистолетах это не так ярко выражено, тем не менее небольшой скос есть и здесь, что при работе с двухрядными магазинами облегчает. Что опять же интересно, видимо, сказывается большой опыт сотрудничества турков с армией. Если вы попытаетесь неправильно вставить магазин, у вас не получится. Только стандартным путем. Магазины, хотя совместимые со Springfield MSD, я встречал упоминание, что и Мегар делает что-то похожее. Турецкая компания их делает сама. Вот это удлиненный магазин на 18 патронов. Он идет к тактикалу, немного выступает, как тут видно. В остальных пистолетах магазин чуть более короткий, на 16 патронов. Magwell, который штатно идет обычно на тактикале, в принципе поставляется отдельно. Его можно поставить на любую из моделей, как нам опять же демонстрирует представитель фирмы, при помощи молотка, выколотки и, видимо, какой-то турецкой матери. Это делается легко, буквально за несколько минут.
Тут очень хорошо видны отдельные части. Магвел, поставленный отдельно, сменный задник рукоятки, монтаж коллиматора. Коллиматор тоже турецкий. Первой базовой моделью, как я уже сказал, был BRG-9 Elite. Как можно увидеть, тут присутствуют только некоторые элементы, которые появились позднее. То есть двухсторонняя кнопка сброса магазина. Достаточно тугая, кстати, потом она стала мягче. Система двух предохранителей. Площадки под оптику еще нет. Довольно быстро, видимо, на основе пожеланий пользователей, к которым турки прислушиваются внимательно, появилась модель Tactical. Это Magwell, это уже двухсторонняя затворная задержка. Вот, двухсторонняя затворная задержка. Можно сбрасывать одной рукой, можно сбрасывать второй. Тут уже есть площадка под оптику. Что интересно, у Tactical турки отказались от подпальцевых выемок. И при этом сама насечка на пластиковых деталей намного более агрессивная. Отличительная особенность Tactical — это вот этот выступающий кончик ствола. На нем можно накрутить либо специальный компенсатор, уменьшающий подброс пистолета. Вот. Последние несколько оборотов затягивать не будем, это делается ключом. Но пистолет даже так выглядит очень тактикульно, красиво. Не знаю, правда, можно ли выступать с ним в продакшене, поскольку это все именно заводские опции. Если вам чем-то не нравится компенсатор, с которым подброс пистолета становится совсем минимальным, как мы, я надеюсь, убедимся в тире, сюда можно прикрутить глушитель. Обратите внимание на штатные высокие прицельные у Tactical. Это сделано именно в расчете на глушитель, чтобы в прикрученном состоянии он не перекрывал линию прицеливания. То есть этот пистолет изначально рассчитывался именно на использование с глушителем. Чему, я думаю, многие военные, которым периодически нужно то скрутить глушитель, то поставить, будут очень благодарны. Как нам сказали, именно вот моделью Tactical очень заинтересовался спецназ бразильской полиции БОПИ. Именно Tactical'ов они купили около 500 экземпляров. А я думаю, что БОПИ — это контора, достаточно известная даже на фоне более именитых западных контор, которая на недостаток практики пожаловаться не может. И, наконец, на основе опыта эксплуатации и Elite, и Tactical появился буквально за год BRG-9 Generation 2. Как можно заметить, он объединяет, можно сказать, лучшие черты и ранние модели, и Tactical. То есть тут полностью двухсторонняя затворная задержка, как на Tactical. Тут есть уже готовая выфрезерованная площадка под оптику, на которой можно поставить любой коллиматорный прицел. При этом тут все еще остались небольшие подпальцевые выемки, но пластиковая поверхность более агрессивная, хорошо цепляется за ладонь. Что еще интересно по сравнению с более ранними, подствольная планка Пикатинни, если это можно так назвать, стала на одну полоску более длинной, то есть вы можете более удобно закрепить ваш аксессуар, если вам хочется чего-то таскать под пистолетом. И еще один момент. Неполная разборка стала возможна без нажатия на спусковой крючок. Видимо, это тоже мнение пользователей из армии, на общении с которыми Бургуметал не одну местную собаку съела. Ну, давайте попробуем посмотреть, что у пистолета внутри. Разборка достаточно стандартная для тех, кто знаком с современными страйкерами. Вынимаем магазин, упираясь во что-нибудь, поворачиваем деталь. Вот неполная разборка. А что интересно, поскольку Бургуметал специализируется на металле, металлы не очень любят, они сделали направляющие длиннее, чем, когда деликатно говорят обычно, у основного конкурента, в смысле у Глока. Это дает большую надежность при работе. Детали УСМ тоже полностью металлические. Кроме того, тут присутствует металлическая деталь, которая препятствует затвору
улететь назад. Это, можно сказать, больная тема для многих, особенно американских стрелков, начиная с Беретты 92, которая выбила зубы, ну или по разным данным, хотя бы повредила зубы нескольким морским котикам, когда она только поступила на вооружение. Так что с тех пор очень многие интересуются, а не прилетит ли затвор мне в зубы. Нет, этот затвор не прилетит. То, опять же, мы можем сказать, глядя пока просто на пистолет, схема всем нам известная брауниновская. Классическая с зацепами. Качество обработки деталей очень хорошее. Это намного больше, чем ждешь обычно от турецкого оружия. Ну и, наконец, самое главное преимущество, которое молодая агрессивная турецкая компания активно использует, чтобы пробиться на международные рынки. А рынок оружия, как мы неоднократно говорили, очень консервативный, тем более во многих странах турецкое оружие не ассоциируется с качественными изделиями. Это цена. Судя по интернету, в Америке этот пистолет продавался за 399 и даже 350 долларов в Северной Америке, то есть в Соединенных Штатах. А в Южную Америку, как нам сказали, эти пистолеты уходят даже по 200 долларов. За 200 долларов вы получаете не просто голый пистолет, как в комедии с Лесли Нильсеном, а целый комплект вот такой хорошей пластиковой коробочки. Значит, сам пистолет, 2 магазина, в комплекте с тактикалом идет 3, ускоритель заряжания, простенький, но тем не менее, 2 сменные накладки на рукоять дополнительно к той, что уже есть. Так, это у нас что? Замок от детей. Замок от детей, если у вас есть дети. И вот такой наборчик для ухода за пистолетом. Щеточка, ёршики, выколотка, которая вам пригодится. И жидкость, про которую мы забыли спросить менеджера, скорее всего, это оружейное масло. А, да, еще вот такие патчи для чистки. Кроме того, если вы покупаете либо поколение 2, либо Tactical, тут вот идут отдельно площадки подкрепления оптики для разных типов. Поскольку мусорить невежливо, мы сейчас соберем этот замечательный пистолет в цвете тан обратно. Ну, кстати, обратите внимание, действительно, если говорить о цветах, БРГ предлагает варианты на любой вкус и цвет. Тут и классический черный, тут и модный тан, если вы воюете исключительно в пустыне. Тут и чуть более, не знаю, как это назвать, более зеленый пистолет. Бронзовый, да, для любителей бронзы. Ну и, наконец, замечательный розовый пистолет. Как сказал маркетинговый директор фирмы, сделано этих пистолетов было всего 5, потому что, как это ни странно, продажи не пошли. Девочки очень любят с ним фоткаться для инстаграмов, для тиктоков. Ну вот покупать предпочитают что-то более практичное. На производстве мы видели даже красные пистолеты. Я думаю, что если вам захочется заказать у БРГ партию пистолетов какого-нибудь совсем экзотического цвета, они пойдут вам навстречу за ваши деньги. В целом мы пока еще не можем сказать, как пистолет ведет себя при стрельбе, хотя по отзывам американских пользователей ведет себя хорошо. Они как бы тоже не одну собаку съели на самых разных пистолетах. Пойдем бахнем. Итак, мы приехали в тир и наконец можем бахнуть, как и обещали. В помещении охотничий магазин и тир, а рядом хамам, бани, так что после хорошей стрельбы можно и расслабиться, и наоборот. Тир, хотя небольшой, но очень неплохо оборудованный. Мишени двигаются, стрелки отделены от друг друга достаточно массивными перегородками, так что гильзы от соседа вам за шиворот не прилетят. Зарядил пока 10, чтобы удобнее было считать. Оказывается, мы перепутали магазины и вставили короткий магазин в Tactical. Из-за Магвелла короткие магазины успевают защелкнуться, но патрон не доходит до линии подачи. Впрочем, это еще не самый позорный эпизод на сегодня. Попытка номер 2. Контрольный. Целил в голову. То есть ушло чуть правее, но, возможно, это я сдергивал.
Окей. Дашь мне попробовать? Давай. Вот моя предполагаемая группа из 5. Где еще один? Вероятно, сдернут совсем. Дай-ка я попробую вариант с таном. Давай. Твои это вот здесь. Раз, два, три и вот эти два. Ну, для 10, конечно, это позорно. Еще попробую третий. Окей. Найс. Вот это хорошо. Во, это я понимаю, группа, смотри. В общем, к нему надо привыкнуть. Чтобы отличить, где наши кривые руки, а где качество пистолета, мы попросили инженера BRG расстрелять один магазин. Обратите внимание на очень высокие прицельные приглушители. Результат, конечно, поприличнее нашего. Нужно привыкнуть к спуску. Как нам объяснили, у тактикала он усилие 1,7 килограмма, у остальных 2,2. Это довольно много. Спуск достаточно четкий и однообразный, то есть надо просто к нему привыкнуть. Если вы хотите хороший спуск из коробки, это, как правило, в случае других пистолетов надо заплатить довольно много денег. В случае Глока, если я правильно помню, порядка $200. Скорее всего, в пуск противника на 10 метрах вы попадете. А если вы будете пытаться стрелять дальше, обычно чреват проблемами с законом. Мы тут немного похолостили и решили устроить соревнования. 10 патронов каждому. Я против Сергея. Проигравший платит за ужин. Мой любимый цвет, мой любимый размер. Генерация 2 в цвете тан. Восемь. Я тебе буду говорить. 8 сверху. Десятка. Десятка четко. Соберись. 9 была. 9. Холостая тренировка дала плоды. Первые вообще не вышли из 9, 10. Но посмотрим, как Сергей отстреляется. Как можно увидеть, последние серии мы оба отстреляли намного лучше, чем первые. То есть мы к обработке спуска привыкли. Если хотите узнать, что было дальше, подписывайтесь на наш канал, смотрите ролики. Было великолепно. Спасибо BRG Defense за эту поездку, а мы с Андреем отправляемся в Государственный оружейный музей Турции. Подпишитесь, чтобы не пропустить эту экскурсию.